этого пламени может принести нам победу. Помните, люди, один неверный может причинить больше зла, нежели тысячи. Ничто не причиняет такой боли. Вечно. Ты что? Еще не поздно раскаяться. А? Простите, что? Красавец! Что надо делать? Дьявольское семя. Срала бабка, срала, травку поднимала. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. Я хочу сыграть в карты.
Детишек мне перепугаешь. Сразись со мной! Опять ты. А тебе не хватит? Синяки на заднице уже отцвели? Выходи, говорю. В этот раз я верх возьму. Я уже упражнялся со щитом и соломенным чучелом. Гляди же и прими во внимание, что я тебя предупреждал. Ну давай, сдавай зачет. Покажи, чему научился. Еще можно сдаться. Довольно. Пощады. Ну что, хватит с тебя? Да, но в следующий раз. Если еще раз поднимешь на меня руку, убью. Ты так уверен? Да. Мы еще посмотрим. Ау! Эй, Геральт, сюда! Да ладно. Ты всегда гуляешь с полком нильфгаардской пехоты? Всегда. Папа велел. Это для твоей же безопасности, Роза. Люди нас здесь ненавидят. И за что это? Что я им сделала? Ну, да хватит об этом. Солдат, можете идти. Но его превосходительство посол Варатры говорил, что... А мое превосходительство говорит совсем другое. Ты его не узнаешь? Это Геральт из Ривии, лучший фехтовальщик Севера. Мне с ним ничего не грозит. Ну, кругом шагом марш! Раз-два, раз-два! Наконец-то! Ну, Геральт, пойдем. Я тебе кое-что покажу. Меня используешь, мне это не нравится. А мне не нравятся кружевные юбки и риданские романы. Но о вкусах не спорят, так что хватит об этом. Иди за мной. Отлично. Видишь ли, я подумала, что вместо занятий в затхлом подвале мы можем пофехтовать на свежем воздухе. Поединок на мосту, как в романе. Ну, вынимай меч. У меня только серебряный и железный, а мы должны учиться на деревянных. Должны. Но приятнее всего делать то, что нельзя. Разве нет? Я не хочу тебя поранить. Лучше смотри, как бы я тебя не поранила. Ну, давай, Геральт, защищайся. Ты быстрый! Ну, сколько мне еще ждать? Ай! Ай! Перестань, я сдаюсь. Ты в порядке? Да, единственное, что ты серьезно ранил, мою гордость. Кстати, откуда у тебя взялся интерес к фехтованию? От скуки. Знакомых у меня здесь нет. Отец меня держит в ежовых рукавицах. И все время одни банкеты. Ненавижу банкеты.
Ага, разговоры скучные, еда гнусная, а выпивка херовая. Вот именно. А с мечом в руках я могу хотя бы немного подвигаться. Выпустить пар. Ну хорошо, так что теперь? Возвращаемся домой. Только, Геральт, я понимаю, что это немного невежливо. Извини, но у меня съехал корсет. Ты можешь ненадолго отвернуться? Он мне в кожу впивается. Я понимаю, что женщина должна следить за внешностью, но драться в корсете, он же сковывает движение. Роза! Зараза, сбежала. А если с ней что-нибудь случится, Варатра оторвет мне башку. Хочешь сменить работу? Она не могла уйти далеко. В той стороне 7 котов. Ну да, девчонка решила развлечься. Эльфская кровь, а? Не грустно вот так одной сидеть? А мы с приятелем можем посесть. Далеко ж ты забралась от Нильфгаарда, солнышко. Я не знаю, вернешься ли. Это дочь посла Вар-Атре, у нее дипломатический иммунитет. Я не очень понял, что там у нее. Зато знаю наверняка, что ты снюхался с нильфами. А что тут удивляться, Лукас? Ведьмака всегда тянет к чудовищам. А с этой чудой мы еще разберемся. А я тебе скажу, чтоб ты понял. Отъебись от нее. Ну надо же! Теперь уже не только черные желают нам приказывать, но и ведьмаки. Только вот я ни тех, ни других слушать не стану. Хватай его, Лукас! Теперь ты понимаешь, почему твой отец настаивает, чтобы ты ходила с охраной? Чтобы они могли меня защитить. Как ты. Нет. Чтобы до такого не доходила, Роза. Из-за твоих капризов погибли люди. И что? Я должна уронить над ними слезинку? Устроить минуту молчания? Они получили по заслугам, гниды. Ты удивляешься, почему местные ненавидят Нильфгаард? Я думала, ты не такой, как остальные нордлинги. Что ты нас понимаешь. Наши представления о справедливости. Но теперь вижу, что ошибалась. Я думаю, тебе пора домой, самой короткой дорогой. Понимаю. Будь здоров, Геральт. Удачи на пути. Куплю колыбельку, найму красавчика на свадьбу подружки. Меняю дырявый горшок на бричку. Тут пишут эти объявления. Ведьмака ищите? Кого-нибудь, кто убьет чудовище. Ведьмак тоже подойдет. А что за чудовище? Большое, злое, гадкое, в каналах оно. Если тебе интересно, иди в имение Гарен. Спроси Ольгерда фон Эверика. Это он дал объявление.
И ведь тоже за порядочную работу не возьмется. Как вонь в портках. Добро пожаловать в 7 котов, самую удачливую таверну в городе. Говорят, даже похмелье с нашего вина приносит удачу. Что можно поесть? Предлагаю перекинуться в карты. В Гвинт.
теперь следить за каждым твоим шагом. А когда ты последний раз мыл голову? Ничего по хозяйству не делает. Мы здесь бродяг не любим. Я по поводу объявления. Говорят, вам тут надо избавиться от какого-то чудища. А, да. Надзиратель Лунд объявление повесил. Какая-то бестия рыщет по пригородам и убивает людей. Как стемнеет, из дома выйти страшно. Я хотел бы поговорить с надзирателем. А он просителей не принимает. А чем он занимается-то? Раздает нищебродам муку и крупу по поручению городских властей. Знамо не лично. У него для этого люди есть. А сам-то он... Надзирает. Вот именно. Я, пожалуй, займусь этим чудищем. Ты лучше поспеши. Кто-то за него уже взялся. А кто принял заказ? Да я не видел. Мне только сказали, что нашелся кто-то. Кто-нибудь видел чудовище своими глазами? Нет, мы только тела находили. Бестия всегда появляется ночью. Нападает только на одиночек. Когда нашли последнюю жертву? Вчера ночью Хуберта убили. Он нищий, но человек порядочный. Я позволял ему время от времени ночевать под навесом. Вон там, справа. Евстахий тело еще не забрал. Где я его нашел, там оно и лежит. Прощай. Из него высосали кровь. Низший вампир? Кровь, но не человеческая. Чудовище было ранено. Не похоже ни на Гаркайна, ни на Фледера. Значит, и Кима. А, проказа! Похоже, тварь была ослаблена, пыталась пробраться по берегу. Что происходит?
хватит с тебя! Геральт, осторожнее, она сильная! Не любишь серебро, да? Покажи, что умеешь. Привет, Ламберт. Рад тебя видеть, Волк. Решил поохотиться в Новиграде? Тебе же здесь раньше не нравилось. И теперь не нравится. Но у меня тут кое-какие дела. Как с работой? Неплохо. Был у меня выгодный контракт в Ланексетере. Позвали убить великана, а тот оказался лесным троллем и шайкой бандитов. Шайкой бандитов? Надо же. Ну, они прилагались к троллю. Ты говоришь, у тебя здесь дело. Помощь нужна? Может, и нужна. Давай об этом потом. Пойдем, заберем награду, я немного спешу. Тебе, допустим, половина. Так уж и быть, уступаю. Я тебя догоню. Подождешь? Ладно, только не копайся. Ты знаешь, где резиденция надзирателя? Да, у меня там была милая беседа с одним стражником. До свидания. Отвали! Лохудра! Тьфу. Пойдем за наградой. И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу, пора платить. Погодите, схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся. А ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Кого? Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился.
Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! Я тебе кости переломаю! Вот сука! Хорошего понемножку. Геральт! Геральт! Пойдем за наградой. И что? А ты как думаешь? Мы сделали свою работу, пора платить. Погодите, схожу к надзирателю и принесу награду. Мы сами справимся. А ты лучше стой на посту. И то верно. Входите. Мы разобрались с чудовищем в доках и пришли за наградой. Ведьмаки? С каких пор вы путешествуете парами? Одинокого ведьмака подстерегают разные опасности. Например, бандиты. Советую сменить тон. Говори, где искать Бертрама Таулера. Спокойно, Ламберт. Поверь мне, Геральт, это важно. Мне надо кое-что разузнать. Не знаю я никакого Таулера. Берите деньги за чудовище и выметайтесь отсюда, пока я не разозлился. Где Бертрам Таулер? Последний раз спрашиваю. Стража! В темницу их! Сучий сын! С ним больше хлопот, чем с Экимой. Таулер пропал, клянусь. Остальные тоже. Я знаю только, что с Виенной. И что с Виеной? Она круглые сутки пьет у 7 котов. Ну вот видишь? Так уж необходимо было его убивать. Да. Сейчас сюда явится еще больше стражников. Пойдем отсюда. Встретимся в 7 котах, и там я все объясню.
В корчме, где сидит Виена? Ну да. Увидимся. Милостивый государь, не будешь ли ты столь любезен помочь мне в важном деле? Служба не дружба. Суров ты, сударь, трогай а меня. по глазам вижу честный. Теперь самое время кое-что выяснить. Зачем ты убил Лунда? Что вообще происходит? Хочешь историю подлиннее или покороче? Давай уж, рассказывай все как есть. Был у меня товарищ. Его звали Айден. У тебя был друг? Очень смешно, сука. Мы познакомились, когда я принял заказ расколдовать монстра из Эландера. А Айден взялся его убить. Он был ведьмаком из школы кота. Насколько я помню, монстра все-таки убили. Да. Когда он выпустил кишки из моего заказчика, вариантов не оставалось. Кое-как я договорился с Айденом, мы объединили силы, оплату поделили пополам. Потом мы работали вместе много раз. Это был лучший человек из всех, кого я только встречал. Ты знаешь, что ты мне нравишься, но ты даже пальца его не стоишь. И что с ним стало? Как-то Айден принял заказ. Расколдовать дочку герцога. С самого начала в этом деле была замешана политика. И потом все слишком ненавидят школу кота. Не случайно. Ведьмаки школы кота стали по сути наемными убийцами. Айден им не был. Но так или иначе, при дворе герцога нашлись те, кто желал, чтобы расколдовать его наследницу не получилось. Отряд хорошо обученных наемников застал Айдена врасплох. И его убили. Среди убийц был и наш надзиратель. А Бертрам Таулер? Он командовал. И это он нанес смертельный удар. Мне жаль твоего друга. Мне от тебя не сочувствие нужна, а помощь. И только. Надо поговорить с Виеной. Должно быть, она уже достаточно выпила. Пойдем. Виена? Чего хотите? Мы хотим повидаться с Бертрамом Таулером. А с чего бы мне вам помогать? Для моего друга это очень важно. А что мне за это будет? Для начала я заплачу за твое пиво.
А потом посмотрим, насколько ценными будут сведения. Я ходила в банде Таулера. Только когда это было? Я выпала из обоймы. Понятия не имею, где его теперь искать. Он больше не водит дружбу со старыми товарищами. В городе, говорят, он изменился. Таулер изменился? В каком смысле? Порвал со старыми знакомыми. Перестал заниматься случайными заказами. Засел в какой-то дыре и, должно быть, готовится к какому-то большому делу. Кто еще был в банде Таулера? Кроме меня? Зелиса, Хаммонд и Лунд. Ну, они разошлись кто куда. Зелиса в Тритогор, Хаммонд на Скеллиге, а Лунд... Лунд мертв. Нашла коса на камень. Ну, тогда попробуйте поболтать с Хаммондом или с Зелисой. И где искать эту Зелису? Она сорвала большой куш. Держит теперь бордель в Тритогоре. Из тех, что для богачей. Девки вытягивают из клиентов сведения, а она ими торгует. Как называется бордель? Черная лилия. У Зелисы всегда был плохой вкус. Нам нужны сведения о Хаммонде. Он был правой рукой Таулера. Когда шайка распалась, вернулся на Фареры. Он оттуда родом. Теперь пиратствует. С ним, говорят, даже ярлы считаются. А ты? Расскажи про себя. Я была с белками. Потом отряд мой разбили, и я прибилась к Таулеру. Они никогда не считали меня равной. Я за 100 шагов била из лука воробья. Но для Таулера я была недостаточно хороша. Он всегда предпочитал эту хабалку Зелису. Ты участвовала в убийстве ведьмака Айдена? Может быть. Я не помню. Ты доволен? Если она ничего не знает, нам придется поговорить с Хаммондом и Зелисой. Не ищите Таулера. Если он поймет, что вы идете по его следу, то убьет вас, не моргнув глазом. Это мы еще посмотрим. А что касается тебя... Нет, Ламберт. И верно. Пускай так и остается. А мои деньги? Ублюдки. Ты должен мне помочь, Геральт. Будет лучше, если мы разделимся. Плыви на Скеллиге и попробуй прижать Хаммонда. Я поеду в Тритогор и встречусь с Зелисой. Ламберт, давай сначала поговорим. Нет. Это один из тех серьезных случаев, когда ты не задаешь лишних вопросов, а просто помогаешь другу. Где потом встречаемся? В корчме нигде. Я отправляюсь. Удачи. Мой папа охотник за
Слышала я, что от баронских людей можно немного харчей получить. Говно он, а не барон. Приперся сюда, разбойник. Лучше а все с ним болота весь не этот лезь. сброд. Ты смотри, что говоришь, дед. А Так это и что есть мне тот ведьмак Страшила. Говорю вам, Я у себя в носу кое-что поинтереснее находил. Иногда так повезет, что лучше пешком Во вроницах правил. Сам-то я не вижу. Говорят, скоро засам и врыло его. Врыло, сука, ты понимаешь? Ты все говоришь? Откуда знаешь? Нет ли у тебя чего пожрать? А то я голодный, что твой волк. Лучше в те болота не лезь. Иногда так повезет, что лучше пешком пройтись. Что такое, Седой? Привет вам. Говорят, ты играешь в карты? Верно говорят. Времена сейчас тяжкие, а хорошая карта может оказаться ценнее золота. Так что, сыграем? Сыграем.
Признаюсь, я недооценил тебя. Что ж, за глупость надо платить. Уйдет моя лучшая карта к тебе. Привет вам. Я бы что-нибудь выпил. Что у вас там есть? Прощай. Откуда боги привели? Ничто не вызывает такой жажды, как торговля. Дуэльшайс. У сарая Хочешь записаться в стражу? Хватит с меня. Мяу. Мрр. Привет, красавчик. Заскучим ко мне. Я завтра собираюсь закрыть счет в банке Вивальди. Отцепись. И правильно. Этот ростовщик дает все Ну же, меньший уважаемый. Да я беспокоюсь не о проценте. вроде даже здесь. Ну, чтобы благородного человека пугать батагом, закружка пред алтарем. Просто слов. Ой, скукотища. Берегите себя. Знакомая служанка пропала. Представь себе, стража отказывается ее искать. Правда. Тебе обязательно повторять всю эту ерунду. Лёжа мне танец. Белый волк, добро пожаловать в Пассифлору. Да ты, вижу, меня не узнаешь. Мое почтение. Ничего страшного. Когда мы последний раз виделись, наверное, я по-другому смотрелась. Это было... Давно это было. Вы тогда с Лютиком пришли и 2 низушками. Ну и смеху было с этими мальцами. До сих пор вспоминаем. С того времени все тут так и работают? Куда там? В нашем деле все быстро меняется. Толстая Берта вышла за купца. Элла открыла свое дело. А Вишенка в святилище. Это все молится. Только я тут и осталась. Ну так что, позвать девочек? Помни только, это заведение культурное. С лапами сразу не лезь. Девушки у нас с образованием. С ними и поговорить можно, если есть желание. С удовольствием познакомлюсь с новым уловом пассифлоры. Скорее
всего, ее тело найдут в Понтере. Хотя кое-кто говорит, будто она сбежала с этим Нильгардцем, шпионом. Правда. Тебе обязательно повторять, Не что надо. ерунду. Все дороги ведут в Пассифлору. И снова здравствуйте. Как взгляну на тебя, начинаю жалеть, что я отошла от тебя. Я бы хотел кое-что купить. Какую девушку ты посоветуешь? Нарцисса тебе понравится. Может, она и не самая красивая, зато очень изобретательная. А как говорила моя матушка, светлая память, не в лице веселья. Интересно, ты играешь в Гвинт? Конечно. Только на высокие ставки, разумеется. В сущности, без риска эта игра была бы чудовищно скучна. Хочешь сыграть партию? Да, пожалуй.
Не понимаю, как это можно проиграть. Что ж, карта теперь твоя. Не знаешь, с кем бы мне еще сыграть на редкие карты? В Новиграде славится коллекция Сиги Ройвена. Ты просто обязан с ним сыграть. Слушай, это не все. Говорят, она ему и не дочь вовсе. Кто его знает? Может, это и правда. Мы живем в материальном мире. Мое почтение достойному кавалеру. Чувствуй себя как дома. Чего пожелаешь, мы исполним любое твое желание. Ты мне нравишься. Мне нравится, как ты выглядишь, как пахнешь. Если так, давай обсудим, что будет дальше. Сейчас у меня перерыв. Просмотр денег стоит. Костер, само собой. Поддерживает его тележки. лошадьми? Партизан деньгами. Откуда ты об этом знаешь? Добро пожаловать в Пассифлору. Скажи, а как к вам относятся храмовые стражи? С интересом. Они тут часто бывают. Насколько я помню, церковь Вечного Огня таких вещей не одобряет. Церковь церковью, а люди есть люди. А теперь скажи, чего ты хочешь? Идем наверх. Поняла. Но давай сначала кое о чем договоримся.
О! Чего ты здесь ищешь, злодей? Порядок есть порядок. Служу вечному огню! Я тебя предупреждаю. У тебя есть минутка? Да? Чего ты хочешь? Ты играешь в Гвинт? Играю. Гвинт напоминает политику. Только честнее. Хочешь сыграть партию со старым мастером? Ну давай.
Неплохо. Вижу, у тебя в колоде не хватает Эстерада Тиссена. Прими его. Спасибо. Знаешь еще кого-нибудь, кого я мог бы обыграть? Можешь попробовать сыграть с одним эльфом. У него есть замечательная карта. Он живет за городскими стенами, где поселились недобитки Скаятаэлей. Одни воры, девки-убийцы. Сука. Странно. Стражников берегись. Они хуже разбойников. Ну, сколько мне еще ждать? Очередной приблудой из теней. Ненавижу бледей. Сука. Странно. И еще поплачешь. Да? К кому? Трис. Я ей сразу говорила, никаких мужчин, никаких домашних животных. Здесь порядочный дом. Успокойтесь, я ненадолго. Тимерцы трусы. За Понтер драпанули вместо того, чтобы родину защищать. Геральт, у меня проблема. Мы можем поговорить?
Да, Геральт? Ты давно в Новиграде? Достаточно давно, чтобы научиться, как здесь выжить и не попасться. А до этого где ты была? До этого мне тоже как-то удавалось справляться без твоей помощи. Но это не значит, что я не рада тебя видеть. Я видел, что ты сохранила розу памяти, которую я дал тебе во Флотзаме. Кажется, это было так давно. Наверное, потому что многое изменилось. Ты сохранила ее на память? Отчасти, но прежде всего как предупреждение. Как ты себя чувствуешь? Так себе. А почему ты спрашиваешь? Я хотел узнать, как твоя рука. Все заживет. Слушай, это была моя идея. Я знала, на что иду. Тебе не нужно обо мне беспокоиться. Когда ты перерезала горло Менги, и потом... Ты была такая ожесточенная. Я никогда не видел тебя такой. А что я должна, по-твоему, была сделать? Наколдовать тучу бабочек? Ты же знаешь, что дело не в этом. Я беспокоюсь, как это на тебе отразится. Ну да, это наверняка снилось бы мне по ночам. Только вот пока что у меня кошмары про чародеев, горящих на костре. О чем ты хотела поговорить? Я получила странное сообщение и даже не знаю, что об этом думать. Кто его прислал? Слуга Ингрид Вигельбут. Кажется, его госпожа хочет помочь чародеям бежать из Новиграда и готова потратить на это значительную сумму. Надо полагать, она это сделает не просто так. В этом-то и проблема. Вигельбут хочет меня о чем-то попросить, но в письме нет никаких подробностей. Этот слуга предложил встретиться на рыбном рынке и обещал все объяснить. Только не знаю, стоит ли мне с ним встречаться. Кто такая Ингрид Вигельбут? Вигельбуды – один из самых влиятельных родов в городе. Довольно необычный. В нем уже многие поколения правят женщины. Сейчас глава рода – Патриция Вигельбут. Ингрид – ее дочь. Ты хорошо ее знаешь? Нет, только в лицо и по слухам. Но в Новиграде ее любят, потому что у нее талант к торговому делу. Кроме того, она часто устраивает пышные приемы в имении за городом. Надо полагать, такие приемы тоже помогают вести дела. Чего ты боишься? А вдруг это ловушка? С одной стороны, я бы не хотела упустить такой шанс. Нам же очень нужны деньги. А с другой... Никто не может требовать, чтобы ты рисковала жизнью. Я сама этого от себя требую. Беда в том, что раньше с этим было как-то проще. Раньше я не знала, как это — оказаться в лапах охотников. Ты же могла бежать в любой момент. Я знаю, но я так испугалась. А если меня закуют в настоящий двемерит? Ты же не всегда будешь рядом. Не нравится мне все это, но раз уж ты уперлась, одну я тебя не брошу. Спасибо. И как ты собираешься искать этого слугу? Он написал, что я узнаю его по голубому кафтану и связке ключей у пояса. Я должна его остановить и спросить, сколько стоит форель. Как думаешь, кто это придумал? Слуга или сама Ингрид? Готова поспорить, что Ингрид. Обычно у слуг нет времени на чтение авантюрных романов. Наверное, будет лучше, если с таинственным незнакомцем в голубом кафтане поговорю я. Но он-то ждет меня. Ты постой где-нибудь неподалеку, а я удостоверюсь, что твое письмецо прислали не охотники. Хорошо. Встретимся на месте.
пребудет с тобой сила вечного огня. Русалкины сиськи! Да из тебя попрошайка покручивает! И что же случилось с этим Порядок целителем? есть порядок. Я шел себе, ковылял по своим делам. Не крутись тут. Множество людей в синих кафтанах. Подозрительно. Да? Ты не знаешь, где купить дешевую форель? Может, и знаю. Но не с вами я должен был встретиться, сударь. Если хочешь поговорить с кем собирался, то только в моем присутствии. Осторожность велит мне... Сейчас осторожность велит тебе не спорить, поверь мне. Похоже, у меня нет выбора. Пожалуйте за мной. Сюда. Здесь недалеко. И жить не хочется. Садите! Спасибо. Пойдем. Чего они хотели? Не знаю. Я их первый раз видел. Может, недавно кто-то пытался расспрашивать наших гонцов про молодого барина. Погодите-ка, где госпожа Меригольд? Вы должны были прийти одна. Если бы не он, тебя уже вели бы на допрос. Тот высокий — это Вальдо Мурис. Он работает на охотников за колдуньями. А может, вы и правы, госпожа. Я просто не ожидал, потому что госпожа Вигельбут... Если мы уже соблюли все шпионские формальности, может, скажешь, кто ты? Я лакей госпожи Вигельбут. Я не хотел вас ничем обидеть, господин. Почему госпожа Бигельбут не встретилась со мной лично? Она слежки боялась. В последнее время она ужасно нервничает. Выкладывай уже, в чем дело. Дело в сыне госпожи Вигельбут. Молодой господин Альберт интересуется алхимией, и про это пронюхали храмовые стражи. Храмовая стража? Это еще ничего. Но на тебя напали подручные охотников. Значит, дело серьезное. Да, стражников госпожа Вигельбут подкупила, но охотники платят за каждого найденного чародея, так что должно быть... Стражники сперва получили взятку от перепуганной семьи, а потом все равно шепнули словечко охотникам. Откуда Ингрид Вигельбут знала, что надо обратиться именно к Трис? Мы слышали, что госпожа Меригольд помогла исчезнуть Мире Байс, когда на ту вышли охотники. Мира несколько раз оказывала госпоже Ингрид магическую помощь в ее хворях. Похоже на правду. Мира говорила, что занимается какой-то аристократкой. Похоже, Альберт должен исчезнуть и как можно скорее. Я могу это устроить. Молодой Вигельбут сумеет незаметно выскользнуть из дома? К сожалению, это не так просто. Молодой барин сейчас укрывается в загородном имении. Чтобы вывести его оттуда по-тихому, госпожа Ингрид хочет устроить большой бал-маскарад. И вы хотели, чтобы я там появилась и помогла ему бежать? Да, без вас нам не справиться. Госпожа Вигельбут думает, что за всей прислугой следят.
Хорошая мысль. Шумный прием, пожалуй, обманет охотников. Особенно, если хотя бы половина слухов о балах Вигельбудов окажется правдой. Кажется, на последнем балу подали 100 разных десертов, а фейерверки пускали до самого рассвета. В этот раз из-за тягот военного времени мы вынуждены ограничиться 85 десертами. Засахаренные лепестки голубых роз из Назаира нынче очень трудно достать. Ах, как бы я хотела все это увидеть. Ждете на балу каких-нибудь неприятностей? Сложно сказать. Сейчас главное скрыть бегство молодого барина от его бабки. Как это? Госпожа Патриция Вигельбуд — ревностная почитательница Вечного Огня. Она не знает, что Альберт интересуется алхимией. По счастью, старшая госпожа Вигельбуд редко бывает в имении за городом. И правда, довольно необычная семья. Не мне об этом судить, господин. Надеюсь, нам не придется оставаться до конца приема. Значит, ты пойдешь со мной? Конечно. Не могу же я тебя бросить, когда ты будешь так рисковать. Подумай только, 85 десертов. У тебя по-прежнему 22 дюйма в талии? Прекрати. Как мы попадем в имение? Пожалуйста, вот приглашение. Стражник у ворот получит особые инструкции. Наденьте, пожалуйста, маску лисы, хорошо? Удачи вам. Мне нужно кое-что доделать. Вот и отлично. Тогда маски купишь по дороге. Ну и переодеться тебе не помешает. Ты знаешь лавочку Элихаля? Я уверена, там есть все, что нужно для бала. Я там был как-то раз. Элихаль — приятель Лютика. Только маски, правда? Я надеюсь, обойдется без парадного дублета? Дублет, Геральт. И это не обсуждается. Когда все устроишь, зайди ко мне. Опять дождь разошелся. Лишь бы в этот год на жатву дождя не было. Гроза, мать ее. Приветствую. Пришел взглянуть на весеннюю коллекцию? Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. Я бы взглянул на твой товар. Разумеется, прошу. Если что-то жмет или натирает, всегда можно переделать на месте. Будет сидеть, как вторая кожа. Прощай.
Лишь бы в этот год на жатву дождя не было. Перестань! Бедный честью богат. Ну вот, и снова дождь. Бедный честью богат. Опять этот седой. Целый день двери не закрываются. Ну и ну. Я вижу, ты принял мою просьбу близко к сердцу. Значит, ты все-таки говорила не всерьез? Тогда я еще успею переодеться. Не смей. Ты выглядишь замечательно. У тебя уже все есть? Можем идти? Ты разузнала что-нибудь про этого Альберта? Среди чародеев о нем почти никто не слышал. Скорее всего, он просто любитель. Тогда почему стражи и охотники им так интересуются? Потому что он легкая добыча, разумеется. И именно поэтому мы должны ему помочь. Все готово, можно идти. Не часто я вижу тебя в таком наряде. Мне в подмышках жмет. Может, они в дублет проволоку зашили? Я буду все время восхищаться твоей крепостью духа. Так что, идем? Приветствую уважаемых господ. Мы гости госпожи Вигельбут. Покажите, пожалуйста, приглашение. Все верно. Вы найдете госпожу Вигельбут во дворе имения. Она в маске попугая. И вот еще что. Мечи прошу оставить здесь. Ну хорошо. Желаю удачного вечера. Как здесь красиво. Я ужасно давно не была за городом. Как он мог? С этой тощей вертихвосткой. Не притворяйся, что ты меня не узнаешь. Мужчина на свете. Что ж ты старых друзей не узнаешь? Это какая-то ошибка. Я вас не знаю. Не валяй дурака, Вивиана. Эти волосы я всюду узнаю. Можешь, конечно, строить из себя благородную, но пока этот барон Эдвард тебя, как там его, из канавы не выловил, ты была обычной. Довольно. Госпожа сказала, что тебя не знает. А это у тебя что, новый какой-то? Еще старше прежнего? Тоже мне хер горбатый. Правду говорят, чем меньше может, тем больше платит. Пойдем, Трис. Не будем устраивать скандалов. Эй, Вивианна!
Ты мне больше нравилась, когда работала в каретах у пассифлоры. Отвратительный тип. Я еще с тобой не договорил. Ну вот, соблюдай приличие. Хоть как-нибудь. Я кровь! Мой муж руководитель. Мамочки, он не чудище. Ну и набрался же он. Морец? Что ты здесь делаешь? Малютка Меригольд, ну и ну, а я думал, будет шикарный прием. Да, я тоже по тебе соскучилась, но сейчас это не важно. Ты знаешь, как выбраться из Новиграда? Если хочешь, можешь присоединиться к нам. Трис, мы здесь по другому делу. Нет, именно поэтому. Ну, Морец, К вам? Это к кому же? среди них есть и твои друзья. Когда мы все соберемся, я выведу вас. Ты выведешь. Прости, Меригольд, это все равно, что дать себя вести храмовому утенку. За сим прощаюсь. Кто это был? Это мой старый знакомый. Морец Дефентель. Я потом тебе расскажу. Давай посмотрим, что здесь. Таким образом, Вигельбуде и возрождается. Ну как? Кто выигрывает? Вы меня искали? Когда я позже подойду. Кто желает быть следующим, прошу. Сударь Диванон освободил место у стола и уже, должно быть, не вернется. А что с ним стало? Какие-то добрые люди отвели его в сторонку, чтобы он ничем себе не навредил. Так что, сыграем? Первым вашим соперником будет граф Вальдемар де Крот. Он может позволить себе проигрыш, поэтому играть будет неосторожно. Играем.
Так что же, еще партию? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Ваш следующий противник — граф Гамо Селин. Его отец в рассвете лет проиграл фамильное имение в долине Нимнора. Гамо пошел по его стопам. Однако не следует его недооценивать. Отчаянные игроки опасны. У меня нет желания. Вы не любите выигрывать? Они находятся в Серебряном городе. Советую посетить. Что за бестактность? Так что, сыграем? Ваш следующий противник — граф Гамо Селин. Его отец в рассвете лет проиграл фамильное имение в долине Нимнора. Гамо пошел по его стопам. Однако не следует его недооценивать. Отчаянные игроки опасны. Играем. В зиме. Говорят, что это Хлев, а не столичный город.
Так что же, еще партию? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Сударь Мариус Флорин. Говорят, благодаря амулету из кости Риггера он никогда не проигрывает. Разумеется, у меня есть иное мнение на этот счет. У меня нет желания. Вы не любите выигрывать? Экономически. Ты был в Зиме? Говорят, что хлеб, а не столичный. Так что, сыграем? Сударь Мариус Флорин. Говорят, благодаря амулету из кости Риггера он никогда не проигрывает. Разумеется, у меня есть иное мнение на этот счет. Играем.
Так что же, еще партию? Если карта идет, нужно этим пользоваться. Сударь Мариус Флорин. Говорят, благодаря амулету из кости Риггера он никогда не проигрывает. Разумеется, у меня есть иное мнение на этот счет. Играем. Так что же, еще партию?
Если карта идет, нужно... Сударь Мариус говорят, благодаря... Играем. Браво! Эта прекрасная дама обязательно принесет вам счастье. Прошу, не отпускайте ее. Куда катится Новиград? Браво! Эта прекрасная надеюсь, дама обязательно встретимся принесет мы вам скоро. счастье. Советую Прошу, не посетить. отпускайте ее. Да.
Персифоре у них есть Извиняюсь? что-то такое. Это же против природы. Попрошу вас не слушать этих демагогов. Родовед — это статья. Мандибула. Ну и Когда я не сказала. Снимай маску. Я вас оставлю на минуту. Госпожа? Да, это я. Насчет форели. Что? Ах, да, конечно. Прошу простить мне эти меры предосторожности, но... Может, пойдем поговорим где-нибудь в укромном месте? Благодарю, что вы согласились нам помочь. Мой лакей предупредил, что вы придете с другом. Мне бы хотелось, чтобы о побеге Альберта знало как можно меньше людей. Но если вы ему доверяете... Как никому другому. Охотники не появлялись? С тех пор, как они напали на моего слугу на рынке, нет. Все улеглось. Но мне удалось подкупить одного человека из храмовой стражи. И он сказал, что разговоров об Альберте все больше. Откуда стража вообще узнала, что ваш сын занимается алхимией? К сожалению, я не могу поручиться, что сам Альберт не начал похваляться очередным экспериментом. Он очень беззаботен. Совсем как его отец. Он был очень милый человек, но совершеннейший болван. Его сожрал головоглаз. Вы не слышали эту историю? Он, должно быть, много путешествовал? Да где там? Он пробовал их разводить. Наверное, я радоваться должна, что Альберт увлекся алхимией. Она все же безопаснее. Пойдем за Альбертом. Где он сейчас? Развлекает гостей. На приемах он всегда душа компании, поэтому я не хотела, чтобы у кого-нибудь возникли подозрения. Когда он сможет выйти? Придется подождать, пока гости не выпьют столько, чтобы видеть только подносы с новыми кубками. Но не бойтесь, это не займет много времени. Ваш сын собрался? Нам придется действовать быстро. Да, я за всем проследила. Куда вы его заберете? Вам лучше не знать подробностей. Он будет в безопасности, обещаю вам. Но... Прошу вас, положитесь на меня. Я не в первый раз это делаю. Я знаю. И благодарю вас. Как мы его узнаем? Он в маске пантеры. Альберт знает, что вы за ним придете, и он в восторге от того, что ему предстоит. Боюсь, он не до конца понимает, какая опасность ему грозит. Как я уже сказала, он не слишком сообразителен. Относительно этого можете не беспокоиться. В компании некоторых чародеев он придется очень кстати. Геральт! Мы пойдем поищем его. Я буду ждать новостей. Пойдем искать Альберта. С некоторых пор его Душно. совсем не видно в городе. Душно. Говорят, он Хо-хо! Какой забияка! Придет и Должно быть, весна, понадеялся, что тот даст ему еще один шанс. Солнечным теплом сердца согреет. Попрошу Мой вас не муж слушать этих руководитель. демагогов. Периоды голода и войны необходимость. Прекрасный Таким человек, образом, ничего не общество скажешь. очищается Но глаза у и него возрождается. Ну, О, да. какие еще? Помнишь герцога Мурмура? Душно. Того, что держал своих дочек в подвале. Мой муж руководитель. Вот у него тоже такие глаза. Мяу! Ты видела того в кафтане в обтяжку? Но с той рыжей шваброй. Вот видишь, ты говорила, что Вигельбут зануда, а тут на тебе, притащила стриптизера. Только зачем ему девушка? Может, она Душно. реквизит подает? Душно. Да. Мой муж руководитель. В хорошую погоду со стен можно увидеть знамена Нильфгарда. Выгоню его, клянусь здоровьем. Снова он у этой девки. надо! Я ведь не кто-нибудь. Я ведь раб. И сказал я ему. И тут, как грохнул.
Пахнет. Снова он на обед опоздал. Да. Красивая маска. Альберт Вигельбут? Нет. Я черная пантера. Ох, милый граф. Нас твоя мать прислала, пантера. О, то есть вы... Да. Когда мы можем покинуть имение? Мама говорила, что лучше подождать, пока все напьются. Кроме того, позже будут фейерверки. Это отвлечет внимание. Когда начнутся фейерверки, я выберусь в сад. Встретимся в лабиринте. Мы будем ждать тебя там. Хорошо, но сперва попробуйте этого розового фиорана. Непременно. Надеюсь, Альберт не забудет, зачем они устроили прием. Может, подождем в саду? Я присмотрела там такой милый уголок. Вечный огонь. Да. Выгоню его, клянусь Мужчины здоровьем. в этой семье счастья нет. Скарен Вигельбут долго не прожил. Что касается думаешь, шикарных они- придумок, только Вигельбут. Родовид ничем не лучше Ингыра. А может быть... Может, сядем здесь? Как приятно снять маску. Хотя бы на минуту. Отсюда отличный вид. И даже вино есть. Я страшно давно не выходила в свет. Нет, правда. Это замечательная перемена после новиградских сточных каналов. В таком случае самое время спросить Да? про этого чародея, которого мы встретили. А, ты про Морица. Что ты хочешь узнать? Вы знакомы? Геральт, все чародеи друг с другом знакомы. Некоторым уже больше 100 лет. А это достаточный срок, чтобы перезнакомиться. В таком случае, когда ты с ним познакомилась? Давным-давно. На одном приеме. Он подошел и сходу предложил телепортироваться в какое-нибудь уединенное место. А ты ему отказала? Ты так думаешь? Он ухаживал за мной еще какое-то время. Мне показалось, ты ему не нравишься. Я думаю, он с удовольствием мной бы командовал. Но подчиняться? Но ведь именно ты устраиваешь побег чародеев из Новиграда. Иногда я и правда не знаю, как я умудрилась собрать их всех вместе. Все просто, у тебя есть харизма. Ты правда так думаешь? Ну да. Ты оглянуться не успеешь, как тебя будут называть Железный Меригольд. Ты могла бы даже носить повязку на одном глазу. А я-то решила, что ты серьезно. Конечно, я серьезно. Смотри, я совершенно серьезен. Кто-то идет. Это Альберт. Нет, просто какой-то заблудившийся гость. Шш. Наверное, ищет подружку. Как в той эльфской сказке про лягушку и трясогузку. Инху-инху, бег-бро. Тихо-тихо, лягушонок. Тихо,
Пойдем отсюда. Надеюсь, что гости не напьются так быстро, как я. Чем быстрее мы отсюда уберемся, тем лучше. О, нет. Я сперва осмотрю этот их знаменитый лабиринт. Говорят, у них там скульптуры. Совсем. Совсем что? Совсем голые. Пойдем, Геральт. Крис, подожди. Геральт, ты идешь? Геральт, ты идешь? Мы скоро вернемся. Никто даже не заметил, что нас нет. Осторожно. Госпожа Меригольд, наконец-то! Мне жаль, что мы встречаемся в столь исключительно неблагоприятных обстоятельствах. Хорошо сказано. Но мы непременно это наверстаем. Потом я обязательно покажу вам свои алхимические формулы. Никто за тобой не следил? Кажется, нет. На всякий случай поменяйтесь масками. Мы пойдем вперед. Геральт сразу за нами. В конюшне нас ждут оседланные кони. Хорошо, там и встретимся. Альберт, ты прячешься? Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. Так вот, относительно закрытого показа. При других обстоятельствах я бы показал тебе все. Ой, прошу прощения. Я... Альберт Вигельбут. Барышня, отойдите в сторону, пожалуйста. А вы, молодой барин, без фокусов. А то еще синяков себе наделаете. Это вряд ли. Ну иди сюда! А ну навали! Сейчас будешь зубами плеваться. Иди сюда. Я тебе почки в кисель отобью! Давай, давай! Сейчас будешь зубами плеваться. Пойдешь на костер. Я тебе кости переломаю. А ну навали!
Альберт, ты обещал показать... Альберт, вот ты где, любимый. Вот ты где. При других обстоятельствах... Ой. Альберт, а вы... Есть что сказать напоследок? Задавлю, пидор! Слева его! Тебе конец! Иди сюда. Откуда ты здесь взялся? Ну давай. А ну навали! Я тебе кости переломаю! Ты слишком медленный. Пора заканчивать. Ну, иди сюда! Я уже начала беспокоиться. У нас появились небольшие трудности. Охотники? Они идут сюда? Нет, у нас есть еще немного времени. Но, пожалуйста, отправь кого-нибудь в сад, там надо прибраться. Я прослежу за этим. А вы поторопитесь. Все готово. Да. Я забрала твои мечи у стражника, а Ингрид передала мне деньги. Их здесь гораздо больше, чем я думала. Замечательно. Так куда мы едем? Ты? Никуда. Теперь у меня действительно появился шанс вывести всех чародеев из города. Если ты захочешь попрощаться, то знаешь, где меня искать. Попрощаться? То, что случилось у фонтана, мы не должны... Я знаю, это из-за меня. Вино ударило мне в голову. Прости. Не надо просить прощения. Госпожа Меригольд. Нам пора. Берегите себя.